Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем вязать корзинку спицами из трикотажной пряжи. Вот она. Эта корзиночка внутри. Вот такие вот у нее стеночки. Вязать спицами из пряжи с лицевой нарезкой намного труднее, чем вязать спицами из пряжи с изнаночной нарезкой, потому что эта пряжа не тянется, ну и соответственно она очень хорошо держит форму. Характеристики пряжи можно прочитать вот здесь. Ссылку и промокод на пряжу я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Мне потребуются спицы 10 мм, небольшой отрезок нити контрастного цвета для того, чтобы набрать петли на спицу, и крючок, с помощью которого я буду набирать петли на спицу, но его размер не принципиален. Маркеры для того, чтобы сделать разметку на петлях. Иголка для сшивания трикотажной пряжи с толстым ушком и тупым кончиком. Я набрала на спицу 36 петель с помощью крючка. Как набирать петли на спицу с помощью крючка, если вы не умеете, найдете вот здесь видео по подсказке. Можно набирать любым способом, который вы знаете, но я предпочитаю в данном видео набирать петли с помощью крючка. Первый ряд. Все петли лицевые, первую кромочную я провязываю, последнюю буду провязывать тоже. В этом ряду я провязываю и первую, и последнюю кромочную лицевые. Все петли лицевые до конца ряда. Я провязала первый ряд. Вот посмотрите, что получается. Располагаю спицу, на которой находится петли, таким образом, что рабочая нить у меня справа. И, соответственно, с левого края я отмечаю петли. Я отмечаю 3 петли с левого края. Затем я отмечаю 6 петель. Затем 9 петель. И последний раз я отмечаю 12 петель. И я перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд я буду вязать до вот этого маркера, до первого маркера. Если считать слева направо, то это будет первый маркер. Кромочную я делаю узелковую. Смотрите внимательно. Когда я делаю узелковую кромочную, я нить рабочую завожу сначала за спицу, а потом ее снимаю. Петлю снимаю. Все петли лицевыми до первого маркера. Вот посмотрите, я провязала петли до первого маркера, то есть на левой спице у меня осталось 3 петли. И дальше я делаю обвитие той петли, на которой висит маркер. Вставляю спицу в эту петлю, снимаю ее со спицы, переворачиваю, а рабочая нить как бы проходит вокруг петли. Возвращаю эту петлю опять уже на правую спицу. Эта спица теперь получается правой. И дальше продолжаю вязать все лицевые до конца ряда. Последнюю кромочную я тоже провязываю лицевой. Третий ряд. Третий ряд я буду соответственно вязать до второго маркера. Он находится вот здесь. То есть я оставлю 6 петель на левой спице не провязанную. Все то же самое. Опять снимаю первую петлю, первую кромочную, так, чтобы у меня получился узелочек. То есть сначала завожу нить за вязание, а потом снимаю петлю и вяжу лицевыми петлями до второго маркера. У меня на левой спице 6 петель.
Вот видите, шестую петлю обозначает зеленый маркер. Снова делаю обвитие этой шестой петли, точно так же, как и в предыдущем ряду. Возвращаю шестую петлю на правую спицу и продолжаю вязать четвертый ряд, все лицевые до конца ряда. Кромочную я тоже провязываю лицевой в конце ряда. Пятый ряд снимаю кромочную так, чтобы получился узелок, и вяжу лицевыми петлями до третьего маркера. Третий маркер обозначает девятую петлю. Все петли лицевые до третьего маркера. Итак, у меня на левой спице 9 петель. Снова делаю обвитие 9 петли, точно так же, как и в предыдущих рядах. Возвращаю эту петлю на правую спицу и вяжу следующий ряд, все петли лицевые уже до конца ряда. Кромочную в конце ряда тоже провязываю лицевой. Седьмой ряд снимаю кромочную так, чтобы получился узелок, и вяжу лицевые петли до четвертого маркера. Четвертый маркер обозначает 12-ю петлю. Ну и так все лицевые до четвертого маркера. Вот, посмотрите, на левой спице у меня осталось 12 петель. Вот, как раз 12 петлю отмечаю четвертый маркер. Делаю ее обвитие. Возвращаю эту петлю на правую спицу. И дальше до конца ряда все петли лицевые и кромочную провязываю в конце ряда тоже лицевой. Я практически довязала клин, первый клин, и мне остается лишь связать ряд, который провязывает все петли от начала и до конца. Снова снимаю первую петлю так, чтобы у меня получилась узелковая кромочная, и дальше я вяжу все петли лицевыми, а последнюю петлю я буду делать ее обвитие, поэтому последнюю кромочную петлю не провязываю, а обвиваю. И вот я дошла до последней петли, делаю ее обвитие. То есть, видите, она получается не провязана, а вокруг нее просто проходит нитка. Возвращаю эту петлю на правую спицу. Кстати, она вытягивается вот за этот хвостик. Именно это мне и нужно. Поэтому аккуратнее, чтобы ее не вытянуть, не потерять. И до конца ряда все петли лицевыми. Ну и кромочную тоже провязываю лицевой. Итак, я связала один клин. Дальше можно снять эти маркеры и снова сделать разметку. Снова отмечаю третью петлю. Шестую. Девятую. И 12. Если вы хорошо ориентируетесь в вязании спицами, то маркеры использовать вообще не обязательно. И повторяю все то же самое, что я делала до этого. Провязываю первый ряд до первого маркера, возвращаюсь, затем до второго маркера, возвращаюсь, до третьего маркера, возвращаюсь, до четвертого маркера, возвращаюсь. Ряд целиком.
до первой петли, обвиваю первую петлю, я ее никогда не провязываю в этом изделии, и возвращаюсь. И таким образом я получу второй клин. Мне нужно будет связать определенное количество клиньев для того, чтобы получить целое изделие, а после этого уже его просто сшить. Посмотрите, у меня почти готовы 3 клина, и здесь очень хорошо видно вот эту узкую часть, которая образует окружность, то есть дно, и вот эту широкую часть, вот этот широкий край, который переходит в стеночки. То есть, соответственно, мы вяжем половину пуфа. Если вы вяжете пуфы спицами, то вы уже догадались о том, что такая корзинка — это просто половина пуфа. Смотрите, я довязала до конца эту корзинку, я связала всего 14 клиньев. Как их легко можно пересчитать, чтобы не запутаться в итоге? Считаю вот эти белые перемычки, которые у меня на одном полюсе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня 13 перемычек, соответственно, у меня 14 клиньев. Самый последний, 14 клин, я не довязываю до конца совсем полностью. Я в нем не провязываю вот эти 2 ряда полных, которые провязывают петли туда и сюда. Я провязала в нем только ряд, который оставляет 3 петли, 6, 9, 12, и на этом остановилась. Длина моего хвостика где-то примерно 1,5 метра. И дальше я буду сшивать эту корзинку трикотажным швом. Ну и теперь следующий лайфхак. Просто берете контрастную нитку. Я взяла 3-го цвета, чтобы было еще более наглядно. Первую петлю я как бы оставляю, она у меня будет сразу же рабочей. А вот со второй петли я начинаю эти петли. Я провязываю их, еще раз, я провязываю их лицевыми и тут же закрываю, ну, крючком. Как будто бы вы закрываете край крючком, провязывая петли при этом лицевыми. Вы же вязали все это время лицевыми, поэтому провязываем петли лицевыми и закрываем до конца ряда. В конце ряда последнюю петлю я тоже закрою. У меня, смотрите, нитки немного не хватило, я ее просто надвязала. Это вспомогательная нить, которая потом удалится, поэтому как бы ее качество, цвет вообще не важно. Да, делаю узелочек такой временный. Все, вот у меня получился 2 закрытых края. Первый был наборный, второй был конечный. И вот первая петля белого цвета. Сейчас я переверну это изделие, потому что мне будет удобнее наоборот его сшивать. Вставляю белую нитку в иголку. Это та нитка, которая идет от изделия. И вот у меня есть первая петля. Вставляю в нее иголку. То есть мне нужно эту петлю как бы открыть. То есть я ее сломала, у меня больше нет этой петли. Нахожу бежевый теперь край и повторяю движение нити, движение бежевой нити своей иголкой. Вот я вижу, как здесь сделана первая петля. Отсюда вот выходит бежевая нитка. И вот сюда она заходит. То же самое я повторяю своей иголкой. Именно для этого я и использую контрастные нити. Они нужны просто для того, чтобы показать, как проходит нить. Их видно, да? Здесь поэтому использована цветная нить, например, не белая. Дальше в эту первую петлю я вставляю иголку вот так, для того, чтобы мне сделать узелковую кромочную. И смотрите, завожу ее с изнанки изделия. И вставляю в следующую петлю. Следующую петлю на том крае, где у меня цветной край. Снова возвращаюсь к бежевому краю, повторяю движение иголкой следующей петли. Вот так. И теперь в обратную сторону, вот сюда. А на цветном крае я начинаю повторять движение иголкой вот этой вот цветной цепочки, то есть они все с изнаночной стороны, все вот эти вот перемычки. Поэтому здесь я ввожу с лица
в петлю, в которую я уже ввела. Уже один раз я ее прошила на предыдущем шаге. И вывожу в следующую петлю. То есть, если вы с изнанки посмотрите, то вот она, да, ниточка, которая вышла, и вот, или наоборот, нитка, которая вошла сюда на изнанку, и вот здесь она выходит. Саму косичку я стараюсь не прошивать. То есть, видите, опять моя иголка повторила с изнаночной стороны, это очень хорошо видно, движение цветной нитки. И вытаскиваю. И вот видите, моя белая нить проходит точно так же, как и цветная нить. Все подтягиваю. Возвращаюсь в бежевую половину, снова с изнанки на лицо. Или снизу вверх, как вам больше нравится. Смотрю, как проходит бежевая нитка. Опа, вот сюда она выходит. Снизу. Сверху вниз. Теперь вставляю иголку. Подтягиваю все. Теперь снова в цветную половинку. Вот. Повторяю снова движение цветной нити. В саму косичку я вот так вот не вкалываю иголку, потому что так я прошью косичку, а мне это не нужно. Мне нужно будет потом ее удалить, и если она будет пришита, ее просто будет удалять сложнее. А так я ее удалю практически одним движением. Снова в бежевую половинку. Подтягиваю. Подтягивать нужно так, чтобы натяжение совпало с натяжением вашего вязания. Если вы слишком сильно будете затягивать, то шов, ну, как бы будет слишком сильно стянут и будет заметен. Если вы также будете затягивать слабо, то опять-таки этот ряд выбьется из общей картины вязания и тоже будет заметен. Поэтому нужно подтягивать ровно так же, как вы вязали, с той же плотностью. Как бы при таком способе, когда вы сначала набираете петли контрастной ниткой и их вяжете, неважно каким рисунком, платочной вязкой или изнаночной вязкой или лицевой вязкой, может быть даже резинкой, и потом закрываете петли крючком, тоже по рисунку, как бы сами вот эти контрастные нити вам подсказывают, как должна проходить нитка при сшивании, как должна проходить иголка при сшивании трикотажного шва. И будет очень сложно здесь ошибиться и запутаться, да, потому что вы всегда дублируете путь нити, только теперь вы делаете, здесь у вас две нити, да, одна вот бежевая, например, у меня, и одна цветная, и вы дублируете их путь одной ниткой, тем самым сшивая и делая все это аккуратно и незаметно. То есть ваш шов становится частью вязания. Его никто никогда не найдет, не увидит. Ну, если только не захочет распустить вашу корзинку. Дошла до конца ряда, и я прошила все петли. Вот только одна у меня осталась. На цветной нити одна петля осталась. Это вот петля, которая является вот здесь вот затяжкой. Вот сейчас смотрите, я не знаю, видно вам будет ли или нет. Здесь такое количество нитей. Я вот сейчас вот это попробую немножко убрать. Вот, и если я тяну за хвостик от кромочной, которую мы все время обвивали, то вот он тянется. Эта петля, она туда ушла. То есть я тяну обратно, вот ее, и тогда хвостик уменьшается. Вот, видите? То есть вот это та кромочная петля, которую в момент вязания мы обвивали. Ее я пока не привязываю к основному полотну. Я не буду ее привязывать. Дальше я возьму крючок и вставлю хвостик в эту петлю и потяну за этот хвостик. Так, чтобы полюс у меня стянулся. Вот. Цветную нить можно удалить, ее очень легко теперь удалить. Просто тяну там за хвостик цветной нити, и смотрите, она сама распускается.
Давайте сразу же удалим и бежевую нить, то есть здесь тоже нужно просто будет вначале распутать петлю, к которой она привязана или прошита, да, и потянуть потом в итоге за этот хвостик. Потому что бежевая нить это тоже просто цепочка воздушных петель, поэтому она тоже хорошо удалится, просто потянув ее за хвостик. Все, она тоже больше не нужна. Теперь вернемся к полюсу. Здесь его можно подтянуть, уже никаких лишних ниток тут нету. Должна получиться вот такая конструкция на полюсе. И можно еще прошить. То есть, видите, я вставляю иголку в петлю, вот первую обвивающую петлю, затем вот в петлю, из которой уже выходит белая нитка. Так. Красиво подтягиваю и аккуратно. И затем делаю этой петлей тоже обвитие нити, как и всеми другими. И вывожу ее вот сюда. Опять подтягиваю шапку, потому что она в процессе всех этих манипуляций немножко растягивается. И дальше эти две нити я просто связываю на узел. Ну, и, допустим, эта сторона у меня будет изнаночная. В принципе, у такой корзинки абсолютно одинаковые обе стороны. Что лицо, что изнанка. Можете выбрать ту, которая вам нравится больше, которая у вас аккуратнее получилась. Вот она, шапка. Вот такая корзинка. Сейчас вы окажетесь внутри корзинки. Давайте ее измерим. Это вязание спицами, поэтому измерения здесь будут приблизительные, да, но можно ее вот так потянуть или наоборот сжать. Она не такая хорошо держащая форму корзинка, как, например, корзинка, которая связана крючком, поэтому что-то приблизительно я вам замерю. Ну, где-то вот здесь, наверное, начинается донышко, то есть 25 сантиметров, пускай будут стеночки в высоту, и само донышко, даже не знаю, как его лучше замерить. Ну, где-то приблизительно 30 сантиметров. Сейчас попробую сверху. Ну, довольно-таки вместительная получилась. Мягкая корзина спицами. Вот, да, можно посмотреть. То есть диаметр, ну, приблизительно 30 сантиметров. У такой корзинки можно регулировать края. Ее можно вот так уменьшить. Ну, и, допустим, положить туда игрушки или какие-то другие принадлежности. Можно края потом снова развернуть и снова сделать высокую корзинку. Шов. Давайте сейчас посмотрим на шов. Шов, по-моему, вот в этом ряду проходит. То есть, видите, шов, он полностью слился с вязанием. Он стал частью вязания. Он ничем не отличается от всех остальных петель. Вот эти ниточки, которые здесь, их тоже можно спрятать потом в вязании и подшить обычными нитками. Ну и на этом у меня все. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!